здорово. Мы тебе ничего не сделаем. Порядок всегда. Каждое утро убирают в них. Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Дела Семейные. Мы начинаем нашу новую деревенскую морозную серию. Моргает мне. Померзнуть немножко сегодня. Мы собираемся, и сейчас уже расцвело наконец-то. Сегодня мороз был. Я не знаю сколько, но был мороз. Сейчас посмотрим на озере, может лед стал. И едем на хутор. Сегодня будем заниматься на хуторе. Дел вот так вот. Ей нравится твой помпончик. Она на него хотела напасть. Сейчас прыгнет на тебя еще. Сразу начинаем разжигать, потому что нужно кучу сжечь, нужно греться. Разожжем, а дальше каждый по своим делам. Ага. Я думаю, что надо еще попилить. Ну, я думаю, да. Сейчас разожжем, будем смотреть. Ага.
родима, где самого дитинства все мило сердцу так. Схилившийся рабина обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клич так. Схилившийся рабина обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клич дах. У земли батьковской этой я черпаю витоки святой водой криничной, что силы надає. Ближе быть немагчыма, бо тут моя родима, я на життё дала мне, как жителя. Все, мы победили, наконец-то, этот злющий участок, который... Мы сейчас можем спокойно дойти уже до конца нашего участка. Мы его видим отовсюду. Ну да. Теперь можно спокойно дойти до конца участка. Осталась вот эта вот вишня, которая тут очень сильно разрослась. Но она не вся на нашем участке. Вот нам тут с этой вишни буквально пару веток, которые с земли выходят. Ну так вот, нам надо ее обрезать. Вот так вот. Вот. И все. Дальше мы трогать не будем ее. Она пускай там растет уже за нашим участком. Чуть-чуть, чтобы забор поставить Ну, надо. чуть-чуть, да. Ну. Да. А наш участок идет вот туда. Вот до сюда. И вот туда, до тех кустов, еще дополнительная земля. Но сейчас уже отсюда видно наш дом, весь участок. Ну да. Вот осталось поспиливать только вот эти вот большие деревья. Ну их сразу надо на дрова уже и рубать. Это все в работе, я смотрю. Я сегодня расстроена. Сколько мы жгли костров, это самый тяжелый костер. Я уже Потому что просто... ветра нет, ничего не раздувает я его так тебе. устала, я там и прыгаю, и режу. Это просто ужас какой-то. Пошли сделаем передышку и сходим на озеро. Ну, у нас есть задача словить бобра на камеру. Поэтому мы с собой взяли камеру. Не знаю, надо думать, где мы установим. Главное, чтобы никто не забрал эту камеру. Я надеюсь, люди нормальные. И, может быть, в этом ролике мы вам покажем нашего жителя, который живет на лесном озере. Поэтому пошли.
поставлю пока вместе, вот где тут больше всего вытоптано. Потому что там как будто бы он больше не ходит. А вот здесь такой свежий. Мы ж не только его можем словить. Лося. Все, запущено. Тут какое-то парнокопытное ходило. Судя по всему, совсем недавно. Так вот здесь вытоптано все свежее. Норы такие вот огромные. Поэтому фотоловушку мы поставили прямо. Она смотрит в это место. А здесь даже свои улики оставили. Все, пойдем. Потому что, как вы нам пишете, небезопасно. Вдруг мы где-то потревожим. Наступлю на бобриную нору где-нибудь тут. Пускай живет себе спокойно. Через пару денечков приедем. Посмотрим камеру. Как поют. Мы, как уже говорили, день сюда приедешь, поют птицы, день приедешь, не поют. Вот сегодня они поют. Вода с каждым, такое чувство, днем все быстрее и быстрее прибывает. Угу. Уже очень много воды. Больше, чем на метр поднялась. Мы еще что хотели сказать. У нас есть в планах провести предновогодний прямой эфир, первый. Стрим, назовем его так, подведение 2025 года, что мы сделали, что не сделали, что планируем сделать, ответить на ваши вопросы. Часто просто не всегда получается в комментариях на них ответить. Поэтому у нас есть телеграм-канал, мы его оставим в ссылке в описании. Переходите, подписывайтесь, и в телеграм-канале мы проведем опрос, кто за то, чтобы провести, либо не проводить его. И уже исходя из ваших предложений, так скажем, мы уже примем решение, проводить или не проводить. Но мы никогда его не проводили, поэтому мы уже давно его обещали. И вот такое вот событие, Новый год, предновогодний, подводим итоги. Как бы в планах такое есть. Я надеюсь, интернет наш деревенский не подведет. Не подведет. Поэтому переходите, подписывайтесь на наш телеграм-канал, проведем голосование и примем решение насчет его проведения. И готовьте вопросы. Много вопросов пишите. Мы же не можем каждому ответить подробно, поэтому будет у вас шанс у нас спросить, а нам рассказать, как оно есть. Поэтому Познакомиться с нами вживую, да, получается. да. Видео это одно, а вот вживую пообщаться, это, мне кажется, совсем другое. Мгм. Так красиво, правда? Угу. Вообще. Сегодня ветра нет. Солнышко вышло просто. Аж душа порадовалась. Пошли нам еще. Костер надо дожигать. И поедет.
Петли на деревянной двери устанавливают от верхнего края и от нижнего края 25 сантиметров. Это такое общепринятые размеры. Мы посмотрим. Можно еще добавлять третью петлю посередине, ну либо вообще 4 даже. Подкладываем завесу и чуть-чуть больше завесы будем прорезать. Так, а верхней части вот так не получится, потому что я выйду вот в это место соединения двери, поэтому нужно на сантиметра 3 уйти вверх. То, что я и говорил, когда пытался фрезой там окна почистить. В новых местах, где вот надо что-то прорезать, вообще удобно. Вот сейчас я в дверях прорезал под завесы. Единственное, что я в коробке не смогу, тут нужно стамеской, потому что тут бортик. А мне надо, чтобы ровная была, вот как на двери. Вообще класс. Фреза вещь. Ей даже можно, знаешь, что я подумал, узоры даже всякие вырезать. Ну да. Ты на дереве вырезала, и есть насадки всякие. А сюда мне нужна стамеска. У меня там есть стамеска, но я попробовал, у меня не получится ее выбить. Нужна хорошая стамеска, широкая. Поэтому в следующий раз ставим себе задачу установить уже дверь. Что тут осталось? Коробку выбить эту, установить ее сюда и все. Нам еще ручку купить. Еще ручку купить. Ну, ручку это, кстати, тоже возможно фрезой смогу вырезать. Она далеко высовывается. Так давай деревянную сделаем. Нет? Так все, замок. Замок же все равно. Что, уже ехать надо? Ну да. Да. У нас сегодня у Тимура концерт. Да. Он будет на фортепиано играть, выступать. Поехали собираться, чтобы успеть. Ты сейчас будешь нервничать. Поехали. Он там готовится к нему почти каждый день.
Кот Леопольд. Что будешь играть? Две песенки. Какие? Это Куранта и Ялочка. Продолжит у нас наш концерт «Очень стимул». Он сыграл серьезное произведение Фрэнсиса Каттинга, английского композитора XVI века, старинный танец куранта. Ой, да, куранта. Хочу признаться, почему мы вчера не завезли стекла на хутор. Потому что ровно в прошлой серии, ровно в тот момент, когда я сказал, все, тут осталось забить 4 штапика, и мы с ними закончили, я попал гвоздем, как в курятнике, с бабой в стекло. И вот так вот полностью разбил. Поэтому вчера мы поехали на хутор, а сегодня я вот вырезал новое стекло и буду заниматься тем стеклом. Вот так вот такие непредвиденные ситуации просто выбивают из колеи сразу же, моментально. Я вчера уже больше ничего делать не хотел. У меня так все хорошо шло, все зачистилось, все разобралось, все собралось, все начало вырезаться, и потом просто один штапик остался, и я чуть ли не последним гвоздем его разбил. Вот здесь, в этом окне, нету всей вот этой вот нижней части. Она сгнила полностью. Сейчас будем пробовать что-то сделать.
Хорошо, что форточка целая. Только поменять вот нижнюю планку. Все остальное даже не гнилое, я бы сказал. Поэтому сейчас по образцу второй форточки попробую что-нибудь сделать. Так, 25 с половиной. Все. Молодец, как новая. Сейчас зачистишь, оно будет вообще одинаково. Я только придумал свой метод. Я ее сделал из 4 частей. Сначала центральную вставил, вот это в пазы зарезанное. 2 центральные пошло. Это где будет ставиться стекло. Вот здесь вот. И по краям 2. Тут получилось 2 планки по 0,7. И все, и ну, получилось тоже как новое. Молодец. Сейчас главное, чтобы стекло влезло. Влезет, но там все нормально. Ну, я примерил, только доставил. Давай сейчас попробуем ставить. А у тебя отрезано? Да. Ну давай. Ну, ты переживал. Все влезло. Все осталось зачистить. Вот это все хорошо очищается. И вот здесь такие места аж покрою еще. Нужно делать эту в котельной мастерскую маленькую, пока гаража нет. Шучу, это прохладно, наверное, я сейчас выкину все, как я обещал. Оттуда с котельной. Там можно сделать стол. Только я сейчас там, подожди, домою плитку. А, У меня осталось последние штрихи с моей плиткой. Ты же не рассказала, да, что у тебя еще один помощник появился? Да. Сегодня, Да. вчера вечером. Да, потому что я помыла кухню, помыла большой коридор, и мне остался маленький. И мне все так не хотелось вот это тереть, сидеть. Я прям вообще собиралась. Но думаю, ну до Нового года, что надо по-любому уже доделать это дело. Ну вот я сейчас быстро его доделаю. Мне чуть-чуть осталось. Хорошо. Многие зрители наши писали, когда я мыла плитку, что мне нужен пароочиститель. Я много смотрела в интернете, искала. Я нашла себе не просто пароочиститель, а мойщик ковров, диванов, стульев, ну, в общем, всей мебели. И помимо этого им можно помыть и плиту, и вытяжку, и духовой шкаф. Но я считаю, что много-много функций в одной вещи. Смотрите, плитку я отмыла. Ну и вообще я потратила мало времени. Я вообще в шоке был. Во-первых, нету этого едкого запаха, то, что я, помнишь,
тем средством моющим, потому что ничего не брала. А здесь, так как у нас подача пара идет со 100 градусами, оно просто вот эту грязь растворяет. Вы видели то, что просто ведешь, а эта грязь просто расплывается, очень быстро отмыла. Но у нас есть, мы недавно Никуше купили ковер, и он светлый. Я не хотела, но так как девочка, надо было купить что-то светленькое, девчачье. Поэтому там уже он требует химчистку. Мы с тобой раньше как ковры мыли? На улицу, шланги, керхеры и погнали. А теперь я это могу сделать дома. Мыть я буду специальной насадкой. Она для мебели, для ковров. Из нее здесь отдельный выход, распыляется наша вода. Как вы видели, я залила туда специальное средство в воду. Вот. И назад эта вся грязь всасывается и помещается в отдельный отсек для грязной воды. Здесь всего лишь 3 режима. Режим просто воды, горячей воды и режим пара. Горячая вода у нас нагревается до 60 градусов, что позволяет удалить въевшиеся загрязнения. А пар нагревается до 100 градусов. Слушай, он, видишь, паром хорошо. Ты даже пластилин отмыл убрал, пластилин. который мы не могли вычистить. Ну, А давай эксперимент проведем. давай. Сейчас я возьму красный сок. Это, я думаю, проблема многих. Дети наливают там, я не знаю, соки, компоты, идут с ними в комнаты. И что случается? Мгм. Как всегда, конечно же, мы разольем. Я даже с такой целью и в зале еще до сих пор не меняем мы ковер, потому что жалко денег. Ну, дети то лепят, то разольют что-нибудь, да, и взрослые тоже. Всякое же бывает. Поэтому давай Сейчас на я светлый принесу. ковер красный компот Красный сок. разливаем, Давай. ежевичный. Но для эксперимента мы давайте не сильно много нальем, ну мало ли. Все, хватит. Чего ты? Моющий пылесос фирмы YouWant, он оснащен множеством насадок. Это насадка большая для ковра, чуть-чуть поменьше, также она для мебели. Самое, что для меня тоже важно, это насадка для обуви. Знаешь, как классно будет, особенно в летний период, белые кроссовки. Вот они же вымазываются постоянно. Здесь просто паром прошелся, и у тебя обувь идеально чистая. Еще, что мне очень нравится в этой модели, она самоочищаемая. Ну, это просто... У меня швабра самоочищаемая, пылесос самоочищаемый, и данная модель пылесоса тоже самоочищаемая. Одевается насадка, нажимается на одну кнопку, и пылесос сам понимает, что надо вот эту всю систему, вот это вот, промыть, чтобы было все идеально чисто, и свернуть на хранение в наш пылесос. Ну, здорово. Это мой очередной помощник с маленькими детьми, у которых есть животные. Помимо этого, этот же пылесос, он всасывает. То есть он и пылесосит вся грязь, которая копится у нас в мебели, она просто сюда уйдет. Шерсть. Ну просто все. Вот вы будете мыть ковер, вы всю шерсть соберете, что ваши собаки, коты, у вас все станет идеально чисто. Ну здорово, правда? Я очень рада. Поэтому данным помощником мы с вами поделимся. Оставим ссылку в описании, в закрепленном комментарии. Поэтому вот такой чудо-помощник
у меня теперь появился. Я сегодня вооружен вовсю. Привез замок. Тоже будем первый раз делать. Короче, каждый раз мы делаем какое-то новое занятие. Я их никогда не врезал. В принципе, я понимаю. 3 вида стамесок я взял еще себе. Ну, пускай будет одна маленькая, одна ровно под замок, чтобы ее в двери выбить и вставить замок дверной. Ну, а вторая будет, наверное, под завесой удобная, такая пошире. Вот так вот. Это чем можно делать? Ну, может, я печку обобью и уже завершить. Можно Осталась себе вот эта печку. зона. Надо самой. самшит традиционно украсить. Ну да, самшит украсить. Мы в прошлом году украшали, но Скоро. вместо елки. И в этом году Мгм. у нас тут как раз где-то игрушки лежат. Мгм. Давай. Может, вначале украшу, а потом буду пыльной работой заниматься, пока там топится мне. Давай. Давай. В прошлом году всем нашим зрителям очень понравилась наша креативная елка. И мы решили, что мы в этом году тоже украсим. Я тут игрушки оставляла. Они тут все время были на хуторе. Надо нам сюда сосну посадить красиво, правда? Вот Да. здесь определить ей где-то место, посерединке посадить, чтобы украшать тут ее. Да? Угу. И в деревне нам также надо. Да. Правда? Надо поехать уже и купить такую, ну, не маленькую. Правда? Ну да, Средний можно какой-то. любого размера. А? Можно любого размера, там, чуть ли не до 2 метров купить даже. Ну, а я ж не знаю, как приживается, надо почитать. Вот. Ну, а пока что есть. Котики наши будут, как и в прошлом году, с Новым годом. У них будет праздник.
уже был первый замер. Сверху вроде как нормально, а снизу чуть-чуть я низко сделал. Сейчас попробуем чуть подбить. Может получится со второго раза. Все, дверь стоит. Единственное, ее нужно будет на месте уже регулировать, потому что если вот так, как она хочет, давай пробуем. Все, она уперлась. Открой. И надо вот так чуть-чуть довернуть. Оп, и она уже закрывается. Да. Ну, она на месте уже. Подчесать чуть-чуть. Что, вываливаем эту дверь уже? Да. Ты готов? Да. Сегодня я по-любому надо восстановить, потому что хату открыто нельзя оставлять. Я готов. Давай. Пошли. Все, ключи здесь больше храниться не будут. Нужно новое место искать. Ну что? Красиво? Замечательно. По-новогоднему. А ты видишь, как второй самшит подрос рядом? И их уже четко видно два. Да, тут был намного ниже в прошлом году. Угу. Так у нас те черенки и не... Да, у нас не получилось их размножить. Не знаю почему. Ну и мы почитали, они, во-первых, и растут, эти самшиты, долго. Они как изгородь не будут хорошо подходить нам. Они быстро не вырастают. Этому еще неизвестно сколько лет, правда? Да. Ну все, вот наша елка хуторская, деревенская. Загадки этой печки продолжают раскрываться. Смотрите, как они заложены. А что это такое было? Тут как будто, слышишь? Может, это духовка была? Ну, типа как микроволновка. Нет? Я не знаю. Она, получается, там накрывалась, и может тут типа было, они грели еду. Я не Нет? знаю. Так это, получается, тут закрываться на чем-то должно было? Может, такое закрывалось железный? Хотя, если там сложишь, дым пойдет, но если только там стенка есть внутри. Ну, докуда там глубина? Я не знаю. Как Ну, раз мне может- кажется, до конца. Как раз, может, вот это и было. Ну, я не знаю, тогда зачем так выкладывали? Ведь это же просто квадрат. Выложили вот так и все. А здесь, видишь, Угу. было кругом. Мы когда были у твоих родителей на хуторе, папа рассказывал, там у них вот печка, где мы готовили. Ну. Она очень большая такая. Ну, вот это, где оставляли мы еду, Ну, там была очень большая. Я говорю, зачем такая большая печка? Он сказал, что когда-то баню делали. Вообще давно строили большие такие заходы, чтобы туда зайти и сесть можно было. Типа люди мылись, у них была баня. А там вот как у твоих, она такая, что туда ребенок. Ну, то есть вот все нагревалось, выгревались угли, и детей туда засовывали, когда они болели, он говорил. Грели их там, как баню делали. Но там Ничего реально себе. вот очень большая. И он говорил, что были такие отделы в печках, ну, как микроволновка. Вот, допустим, ну, принцип, если вот так сейчас смотреть. Если вот тут такой аркой, ну, почему нет? Дверка была. я не знаю. Она Мы ее, наверное, нагревалась когда там. обобьем до конца, тогда Может, поймем может, что-то. подписчики уже Может, нам знают. кто-то подскажет. Наши зрители уже догадались, что это. Может, у кого-то такая же была печка. Ну, прикольно. Я когда узнала, что вот так вот могли в печках парить детей, ну, мне просто прикольно. Ну, логично же.
Так, я вообще думал, что мне придется весь каркас снимать, но мы его не будем снимать. Почему? Потому что вот эта вот часть, она такая хилая. И я сейчас вот этот вот брус, раму, одну часть мы оставили от старой двери. Я ее сейчас, наверное, с двух сторон доской усилю здесь. И мы прям к ней будем прикручивать, потому что вот это, ну, дерево хорошее. А с этой стороны у меня есть брус. Я сюда брус сначала засуну. У меня как раз 10 сантиметров запаса есть. Но вот эту вот часть нужно выпилить. Для того, чтобы не ставить землю, дверь на землю. А здесь мы выровняем чуть-чуть вот это вот. И, ну, будет защита от влаги. Какая-никакая, но будет. Потому что поставим на землю, ну, эта дверь не выдержит, только если какой-то дом выдержал. А вот это, мы как с той стороны дом поднимали, я из земли, вот этот нижний венец, когда выкапывал, так он крепче, чем вот эти вот все остальные венцы. Уже кислород не поступает, они обработаны хорошо, кислород не поступает, и дерево не будет гнить в воде, если там нет кислорода. А все, что наверху, оно все гниет. Ты нашла еще один ход в печи. Я нашел что? Косу. Кусочек. А зачем она тут? Ага. Больше ничего нету? Может, золото? Я не знаю, вот зачем она здесь сломана. Может, какое-нибудь поверье есть? Я не знаю. Напишите в комментариях. Может, не надо тебе ее трогать? Чего? Ну, оставлять ее тоже здесь же, наверное, нельзя, если что. Мы ее пока оставим, вы напишите в комментариях, может, кто-то знает для чего. Ну, может, просто ее кто-то засунул, я не знаю. Ты говорила. Точнее, я говорил. Я не могу, вот этот порожек чуть-чуть мне срезать надо. Тут дуб просто, он не бьется. Ага. Представляешь? Поэтому этот дом еще
еще 100 лет на таких венцах просто. Да, 100%. Устала? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну все, мы попали. Аккуратно. Она такая тяжелющая, эта дверь, это просто ужас какой-то. Прям дверь. Супер. Все. Каркас стоит. Пришлось снизу подрубать, пришлось сверху подрубать. Брусок на эту сторону я забил. Осталось вот эту часть там набить. Планк, наверное, сразу набью брусок, потому что в любом случае мы будем тут комнату сначала бруски делать, Ну, а потом будем обшивать ее. Поэтому тоже сейчас такой брусок на эту сторону. И потом уже буду сразу поставлю, наверное, раму. Ее уголком выровняю. И у меня шурупы. Я, если что, буду шурупами регулировать. А потом просто запеним и все. угу. Да? Угу. Ну все. А у тебя как дела с печкой? Ну, потихоньку. Тяжело. Я думала, что там печку обить? Раз, два и готово. Ага. Потихоньку, никуда не спеши. Здорово. Мы тебе ничего не сделаем. А есть ли смысл идти теперь за камерой? А мне так страшно. Он прям на нас смотрел. Он, знаешь, на кого похож? На этого, на тюленя. Ага. Ну да, у него такие ноздри были. Хотя мы так близко не подходили. За камерой все равно не доходит. Он в своей этой хатке там копошился. Просто, я смотрю, пузыри. А я Ну, даже... лень может там. Лень пузыри пускает. И он потом хоп из этих пузырей вынырнул. Он даже на нас так долго стоял, смотрел. Короче, я пойду камеру аккуратно заберу. Я с тобой не пойду никуда. Я сам аккуратно быстро схожу. Если что, беги.
Ты чего бежишь? Он что, в свои норы, может, пополз? Я не знаю. Я камеру снимал, там как будто под этим корнем что-то бум. Испугался. Пошли туда дальше, только отойдем от озера. Пошли посмотрим. Что-то она не включается. О, включилась. Подожди. А что ты сделал? Я ничего не сделал. Главное, что она написала. Есть что-нибудь? Ну, подожди. Ну что-то... О, сейчас проверим. Так, это я. Нету ничего. Нету ничего? А, стой, 8 записей. О, Может, ты ее высоко поставил? Он же маленький. Низенький. о, вот! Ползает! Ползает! Прям я его прям на его дорогу поставил. Он сидит прям перед камерой. И же он там машет. Не? Привет, подписчики. Все, один раз только его сняла. Вот, ну если будет видно, смотрите. Так мы покажем. Сейчас, стой. Вот, сейчас он посередине прямо. Сейчас, смотрите. Вот сейчас пойдет. Оп, пополз. Ага. М. Ага. Это точно бобер? Надо И тут смотреть, еще одна какая-то. Надо смотреть на телефоне. Или это та же? А, это та же. А вот еще одна. Вот. Это он сидит там? О. О, это он сидит. Кто-то пополз. Хочет поползти, наверное. Забираем флешку. Короче, нет, так давай это. Мы его в видео покажем же. Что нам сейчас его показывать? Мы сейчас еще раз ее поставим где-нибудь. Ага, ты хочешь опять туда идти? А если Нет, он я под не воду и буду. пошел в свои ходы? Ну, я не знаю. Понимаешь, когда мы вчера там, ну, как бы, типа, ходили там в прошлый раз, мы его не видели. Нам было не В страшно. этот раз следы там свежие прям. Вообще прям свежие. Он такое чувство, как будто после нас пошел сразу обнюхать. Так, кто тут был? Не знаю. Что, не будем ставить? Я не знаю. Тебе же надо туда идти. Ты готов? Так мы можем А, давай поставим вот на это дерево, посмотрим, что он делает в своей хатке, как он плавает. Можем на это Давай, поставить. давай. Пошли. Давай. Это ж сейчас сидит, наверное, где-то в воде. Вот я прям на него, туда, на его домик. Все, ты там включил, точно? Он почему нас увидел? Я когда тут стоял, он плавал такой. А потом ты пошла такая хрусть. И он такой плавает, остановился, такой, оп. И на нас смотрит. Ага. Увидел и в шок и нырнул. Ну все, давай не будем его тревожить. Пошли, уже надо собираться. Мы все сделали. Почти все. Сейчас покажем. Все. Дверь установлена, сидит очень хорошо. Я ее посадил на шурупы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, будет достаточно. Плюс позабивал штапики сюда, запенил все вокруг. Ну и что, она готова. Мы, Ой. Очень красиво. мы сегодня не успеваем. В следующий раз, когда приедем, мы сюда поставим замок. Ну, она там чуть-чуть, я уже знаю даже где подтесать. Вот тут видно, как она закрывается с той стороны. И все, она будет вообще классно стоять. Вот. Как-то так. Ну и ты там, да? Старалась над печкой, половину уже очистила. Расскажи, Больше половины. расскажи, как тебе освоение еще одной профессии. Ты теперь можешь вставлять двери. Мы что-то последний раз, все последние ролики, что-то в первый раз все делаем. Окна в первый раз,
у нас получилось сделать. Мы все отремонтируем окна. Просто потом, когда уже будет время, нам, возможно, приедут и замерят, и может сделать новые окна. Зачем может, ты еще эти сделаешь поставить, хорошо? Ты поэтому чё? Я думаю, что еще мы этому вековому дому подарим капельку жизни. Угу. Правда? Конечно. Я, конечно, там разбила печку и думаю, боже, что ты тут с ней будешь делать? Мне уже Насчет страшно. печки мы тоже так, нам очень интересно. Напишите нам в комментариях, вот что это такое. Получается, с другой стороны русской печки еще какой-то вход. То есть с двух сторон типа был вход или что? Или с той стороны входа не было, а с этой... Но я сомневаюсь, что они просто так решили по кругу там положить кирпичи, если просто ложить Там себе по-любому в ряд, был- да и все. был какой-то вход. Ну. Поэтому, может, я даже не знаю, напишите в комментариях, может, кто-то сталкивался. А мы, наверное, друзья, будем заканчивать на этом серию. Встретимся в новой серии. Вы нам пишите комментарии, нам очень приятно. Подписывайтесь на нас. Ну, наша семья все больше и больше растет. И мы вот восстанавливаем потихоньку вот этот чудесный домик, который, ну, я не знаю еще сколько лет, еще 100 простоит. Ну, я, да, Будет думаю. Тимур со своими внуками его ремонтировать еще. Может быть. Поэтому Поночуем подписывайтесь. скоро, да? Да, наверное. Поночуем? Наверное, да. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Смотри, сколько тут плюшек. Раз, это сюда. Два, это я не знаю откуда. Вот тут еще что-то есть. Но оно забетонировано. Три, это скорее всего вот там вот еще вход какой-то. Ой, там дымоход есть. Где? Вот. В бок? Там вверх, дымоход, вот. А. Вот это вот, скорее всего, там дымоход. И, возможно, здесь не было этого входа. Только плита тут была. А вход был с той стороны. Тут открывали люшку, Ага. и с той стороны был сразу вход, и он туда выходил. Представляешь? Может и так. Вот такая тут русская печь была. 100%. Ну, она там такая красивая была. И вот здесь вот пекли пироги. Это же гораздо удобнее. Понимаешь, чем там над плитой это делать. Тут отдельно. Ну Возможно, да, тут там- какой-то столик стоял. И вот здесь вот тут топили. А вот дымоход. Ну, еще один. Вот люшка, наверное. Короче, Ты запутался? я запутался. И там вот еще дымоход, торчит это люшка. дымоход от русской печи. Так вот это почему-то не открывается. Не будет ли так, что мы не сможем пользоваться? Ну, открой. Ой, я уже его открыл. Все. Ой, все. О, открывается. Открыл. Вот, это дымоход с русской печи. Тут все топили, кому надо было пироги печь. И все, и... Мгм. Только почему два дымохода? Тут на этой печи, на русской печи, раз, два, три, четыре, 5 люшек. Я не знаю, друзья. Я не знаю, она Это какая-то какой-то гений, загадка. это просто вот это загадка этого дома. Я не знаю, как мы ее разгадаем, но, наверное, разгадаем когда-нибудь. Нам сейчас зрители напишут. Да, вот эту загадку нам обязательно нужно вместе с вами разгадать. Все, друзья, встретимся в следующей серии. Друзья, мы все же еще возвращаемся в эфир. Вы, наверное, написали уже много комментариев насчет того, там, бобер это, либо кто-то еще. Там как получается. Мы, когда приехали домой, детям решили показать, что вот, смотрите, кого мы на хуторе увидели. И мы увеличили и поняли, что это не бобер, это выдра.
И изучив этот вопрос весь досконально, оказывается, бобер и выдра могут существовать вместе, вот в одном озере. И как бы бобер это травоядный, а выдра это хищник, который ест рыбу, возможно, она там, но она огромная. И там, может, поэтому у нас рыбы нет. Все писали, что бобер рыбу не ловит. Это выдра всю рыбу повылавливает. Это стопроцентная выдра. Вот Это выдра все вернитесь 100%. назад Да. и внимательно посмотрите, когда она заныривала в воду, достался хвост, и он такой, как у Ну, крысы. по морде. Он такой длинный, у бобра аж плоский хвост. Да, по морде видно. Это 100%, что плавала. А вот единственное, кто там выходил, мы Но там, не где забрали. на фотоловушке, вот мы ее заберем где-то, может быть, завтра, послезавтра. Чтоб на Вот там, телефоне мне кажется, был прям бобер. приблизить. Потому что там уже что-то такое маленькое, такое вот скукоженное. Кругленькое такое, Кругленькое. более. Вот там, возможно, был бобер. И они, кажется, выдра даже может жить в бобриной хатке. Мгм. Они Что дружить она там и могут. делала. Поэтому охота продолжается, будем проводить расследование, кто где живет, кто с кем живет, С кем что живет? они вообще там делают. И